Приветствую, друзья! Компанию Tanderin многие помнят за довольно качественные внутриканальные наушники с ориентацией на большой и мощный бас. С тех пор, конечно, они поменяли свою концепцию и делают классическую уже сбалансированную настройку, однако опыт остался, а чувство стиля, на мой взгляд, только возросло. В общем, сегодня у нас на обзоре еще одни короли своего сегмента – Tanderin под номером 19. Собственно, поехали! Пришли наушники в простом плотном боксе, без какой-либо коробки или инструкции по эксплуатации. Внутри я нашел два набора максимально дешевых амбушюр и ровно такого же качества кабель с микрофоном. Аппаратура показала сопротивление его общего и левого каналов равным 0,6 Ома, а правого 1,7 Ома. Подобный разброс, естественно, не идет наушникам на пользу. Впрочем, это OEM-продавец, а значит, данную модель можно купить вообще без комплектации. Из характеристик нам известна лишь графеновая природа его 10-миллиметрового динамика, его импеданс равный 18 Ом и чувствительность в 102 дБ. Сами чашечки выполнены из далеко не дешевой гипоаллергенной смолы с двумя отверстиями для компенсации, коротким звуководом с бортиком и дорого оформленной внешней частью. Подобное отношение в бюджетном сегменте на самом деле большая редкость. Смотрятся они солидно, да и сидят вполне удобно. Вот так, друзья, собственно, это все и выглядит. По измерениям у нас округлый, медленно затухающий импульс, небольшие расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,28%, что очень неплохой результат. Фаза ведет себя естественно, а затухания на 30 и 60 дБ не несут сколь-либо значимых возмущений. По АЧХ же мы имеем пологий такой почти линейный переход с саб-части на средние частоты, аналогичные амплитуды выделения области разборчивости с пиками на 2,1 и 3,9 кГц и легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. После чего нам зачем-то подсветили 10,3 кГц, а уже потом чисто поддержали уровень до верхних границ спектра. Такие графики я уже встречал, причем неоднократно и лишь на дорогих моделях, однако было это довольно-таки давно. Для начала скажу, что слушал я героев обзора на нескольких кабелях, в том числе и модульном от этой же компании, а в качестве амбушюр использовал популярные КБ-07. И да, это все еще не идеал, но как за свою цену просто фантастика. Звучание по-настоящему естественное, объемное, с прекрасной вовлеченностью, передачей эмоциональной составляющей и хорошо выраженной динамикой, причем как на микро, так и на макро уровне. Сам же звук имеет явное такое аналоговое смягчение, чуть ли не ламповую теплоту, насыщенность и крупные такие трехмерные образы. Музыка в них, в отличие от других бюджетных решений, увлекает и по-настоящему завораживает. Согласен, у этой модели тоже есть свои недочеты. Мембрана при установке в ухо неприятно так хрустит, бас акцентирован в основном на своей саб-части, а четкость, хотя и высокая, но без особой прозрачности или так называемой хлесткости.
Здесь бы, казалось, стоит добавить сравнений, но Celeste Wyvern Pro, KZ-Defy, 7 Гц Zero 2 и все остальные их одноклассники, как из другой вселенной, где звук примитивный, грубый, без прорисовки в глубину, до неприличия зажатый, какой-то совершенно искусственный. То есть все, что я слушал за плюс-минус $30, не идет ни в какое сравнение с TD-19. Для своего сегмента здесь реально, друзья, просто идеальный звук. Как ближайшие ориентиры я буду использовать наушники Tingzo Foodum с ценником в 3 раза выше и T-Audio Hype 2, которые примерно в 10 раз дороже. Согласитесь, есть о чем подумать. Ну и, конечно, Tingzo Foodum заметно детальнее, лучше в плане разделения инструментов и динамики, суше и по характеру нейтральнее. Для всяких скоростных или тяжелых жанров они, вне всякого сомнения, подойдут намного лучше. Но только представьте, даже против этого TD-19 есть чем парировать. Герой обзора гораздо музыкальнее, экспрессивнее, да и в аудиальном смысле реально интереснее. Они буквально созданы для живых инструментов и чего-то лирического. Признаю, долго искал в них хоть какой-нибудь серьезный недостаток, дабы оправдать такой низкий ценник. Единственная действительно стоящая моя претензия заключается в их немного нестандартном распределении частот на стыке басов и середины. Сейчас все тюнят не так, но если обратиться к первоисточнику, а именно таргет кривым, то как раз у T19 все настроено идеально. То есть, совсем не докопаешься. С балансом у модели все прекрасно, все инструменты находятся на своих законных местах, сцена рисуется как в ширину, так и в глубину, характер открытый, естественный, а сам звук масштабный и очень вовлекающий. Разве что на ритмическую часть можно немного посетовать, она здесь не особо выделяется, но зато ничего нигде не утоплено и не выпирает, как у подавляющего большинства недорогих наушников. Звук в прямом смысле ровный, при этом со всеми акустически важными акцентами. Вокал немного так приближен к слушателю, все тембры приятно смягчены. По скоростным характеристикам, да, не совсем идеально, однако прорисовка на приличном уровне, динамика прекрасно ощущается, а теплота тут даже в тему. Против дорогущих T-Audio Hype 2 у героев обзора как-то слишком ровно на низах, чуть меньше воздуха на высоких частотах, нет той техничности и драйва и немного ниже артикуляция. Но еще раз скажу, что разница между ними ровно в 10 раз, так что понятно, что TD-19 им просто обязаны уступать, причем по целому ряду параметров. На слух же я бы их определил в сегмент около $150. Да, разница между TD-19 и Hype 2 есть, она вполне ощутима, но, положив руку на сердце, это скорее вкусовое. А если у вас еще и не так много опыта, вы можете ее вообще не почувствовать. По стилистике модель абсолютно универсальна, с легкой оговоркой по поводу общего аналогового смягчения, зато звук реально жирненький и практически живой. По источникам тоже думать не нужно, модель споется и с серьезным стационаром, и с каким-нибудь мобильным ЦАПом, и с просто аналоговым выходом вашего смартфона или ноутбука. Высокие тут тоже в порядке, они столь же сочные и объемные, особо не ярчат, не свистят и не режут, выполняя свою главную роль – дополнять гармониками средние частоты и строить пространство сцены. Чуть-чуть в них чувствуется призвук, но это если прямо лоб в лоб сравнить с моделями в 10 раз дороже.
И итогом динамические наушники Tanderin TD19 удобно сидят, прекрасно выглядят, имеют гипоаллергенные материалы, а не дешевый пластик, шикарную настройку АЧХ и просто фантастический, как для своего сегмента, звук. Сочный, объемный, с прорисовкой вторичных планов, неплохой динамикой, аналоговым, практически ламповым характером, высокой выразительностью и чуть ли не магнетичной привлекательностью. Встретить такое за условные $30 нечто просто сногсшибательное. Других таких моделей мне лично неизвестно. С другой стороны, комплектация здесь отвратительная. Нет коробки инструкций, подозрительно округлый импульс и слегка сглаженное такое теплое звучание с немного нестандартно приготовленным переходом с баса на середину. Но все равно лучше за эти деньги вы ничего не найдете. Я их сравнивал с моделями в 3 и 10 раз дороже, и даже против них они держались, так сказать, бодрячком. По мне, это абсолютные короли своего сегмента. У Knowledge Zenith с их планарами и всех остальных бюджетников нет ни единого шанса. А на этом у меня все. Это были наушники Tanderin TD19. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме. Обязательно на них подписывайтесь. Всем, друзья, добра!